Эти пакеты без прививок предназначены в основном для производителей, у которых, возможно, нет времени или оборудования для производства большого количества зерна. Так что, по сути, они просто попросили меня приготовить его для них, и они могли бы просто приехать за ним, забрать домой и сделать прививку в своих собственных условиях. С видом по своему выбору, и это, по сути, все. Мы просто предоставляем услугу людям, которые обращаются к нам за ней, и все получается само собой. Так что прямо сейчас я просто встряхиваю и перераспределяю зерна, чтобы убедиться, что вся влага распределена по всей зерновой икре. А затем я просто складываю все складки, выталкиваю весь лишний воздух и затем просто запечатываю их. Кто-нибудь мог бы взять шприц для культивирования жидкости или, знаете, поместить его перед вытяжкой, разрезать, срезать верхушку и сделать прививку. По сути, они были приготовлены путем отмеривания необходимого количества зерна и влаги и добавления их в этот фильтровальный пакет. Оттуда мы загружаем их в стерилизатор, и они стерилизуются при очень высокой температуре в течение длительного периода времени. А после завершения цикла стерилизации их перемещают непосредственно в лабораторию, чтобы начать процесс охлаждения, который происходит прямо перед фильтром хэпа. После охлаждения в течение примерно суток я возвращаюсь сюда и затем приступаю к прививкам, будь то жидкие культуры, зерно к зерну или улицы инокуляций из чашки. И еще, например, прямо сейчас я просто готовлю их к отправке другому производителю, и они могут просто инокулировать свою собственную зерновую икру и инокулировать свой собственный сыпучий субстрат или все, что им заблагорассудится. Покупка этой предварительно стерилизованной зерновой икры действительно пригодится некоторым моим клиентам, у которых просто нет времени готовить ее дома, потому что приготовление икры требует определенного планирования инфраструктуры. Ты должен, в зависимости от того, как ты его готовишь, планировать примерно на 24-48 часов, когда ты начнешь замачивать зерно и, по сути, обрабатывать его для стерилизации. Я знаю, что были времена, когда я был моложе, и я замачивал кучу зерновой икры, а на следующий день работал много часов и не мог добраться до нее вовремя. И ты знаешь, что когда ты возвращаешься к этому процессу, происходит небольшое брожение, которое не является оптимальным для мицелия твоих грибов. Так что этот метод, который я использую сейчас, на самом деле не требует никакого планирования. Я могу просто проснуться и сказать, что хочу приготовить икру сегодня и сделать это к концу дня. Прямо сейчас мы используем мягкую красную зимнюю пшеницу или пшеничные ягоды. А ты можешь использовать различные зерновые культуры. У многих людей есть свои предпочтения. На самом деле я предпочитаю ягоды из цельной пшеницы, сорга или белая проса. Но люди часто используют овсяные хлопья, кукурузу, попкорн и тому подобное. Так что все это приводит к одному и тому же результату. Но да, лично я считаю, что три моих любимых сорта – мягкая красная озимая пшеница, сорга и проса – мои любимые. А также ржаной хлеб, когда он будет доступен. Поскольку они стерилизованы, по-прежнему важно соблюдать стерильность, особенно для меня сейчас, когда я открываю. Я хочу убедиться, что делаю это перед вытяжкой, чтобы обеспечить полную стерильность воздуха. И когда вы берете это домой или собираетесь делать прививку за пределами лаборатории, вам все равно нужно принять меры предосторожности, чтобы убедиться, что ваша прививка чистая, и что вы соблюдаете надлежащую стерильную технику, ведущую к вашей прививке. Так что если бы мне нужно было сделать прививку в одном из этих стерилизованных мешочков с зерном за пределами моей лаборатории, я бы, вероятно, просто воспользовался жидким пультом или шприцем и небольшим количеством микропористой ленты.
Я бы стерилизовал шприц пламенем, пока он не раскалится до красна, и просто вставил бы его в пакет, ввел бы туда весь шприц, а затем сразу же накрыл бы кусочком микропористой ленты. А ты можешь массировать зерна, чтобы распределить жидкую культуру. И в этот момент просто дай ей заселиться. Обычно на это уходит около 10 дней, от 10 до 14 дней. Затем, после полной колонизации, вы можете приступить к инокуляции объемного субстрата по вашему выбору или того, который подходит для гриба, который вы выращиваете. Итак, теперь мы будем работать с нашими жидкими культурами на этом этапе. И мы инокулируем некоторые зерновые кринки жидкой культуры. Просто чтобы перейти к этому, обработайте и покажите, как я это делаю. Итак, во-первых, мы принесли сюда наши жидкие культуры и просто поместили их в магнитную мешалку, включив ее, чтобы грибной мицелий хорошо перемешивался и распределялся по всей жидкости, что облегчит нам как бы вливание нашего мицелия в наше зерно. А также дайте нам больше точек прививки грибным мицелием. Один из способов, которым мы могли бы это сделать, это взять шприц для культивирования жидкости. Мы просто сбрызнем его небольшим количеством изопропила. Также сбрызните кончик вот здесь. Затем мы возьмем шприц и слегка перемешаем его. Таким образом мы сможем разрушить любой мицелий, находящийся в нашем шприце. И, честно говоря, вам не обязательно использовать иглу, когда вы делаете прививку в пакете. Иногда я просто снимаю эту штуку и впрыскиваю ее туда, просто чтобы показать. Игла готова к использованию, а затем она уже предварительно стерильна, так что на данный момент нам действительно не нужно пламя для ее стерилизации. Просто высыпьте все 10 кубических сантиметров в наш пакет для зерна. Хорошенько запечатайте его. Подождите около 10 секунд, чтобы уплотнение действительно прижилось. Мы просто проверим его, чтобы убедиться, что оно надежно запечатано. Теперь мы можем просто встряхнуть его, перемешать жидкую культуру по всему зерну, и я надеюсь, что она равномерно покроет все эти зерна хорошей здоровой. И таким образом мы сможем добиться действительно быстрой колонизации. Мы сделаем это без иглы. Шприц действительно пригодится, когда вы делаете прививку через самоуплотняющееся отверстие для инъекции, например, через крышку банки или коробки. Затем мы возьмем банку с жидкой культурой и увидим, что она действительно хорошо колонизирована. У нас там плавает довольно много мицелия. Я просто разолью жидкую культуру по банкам или в пакеты для зерновой иглы. Я лично отдаю предпочтение инокуляции жидкой культуры. Таким образом, мне не придется пользоваться никакими шприцами. Это не приведет к ненужным расходам. Там довольно много мицелия, так что это очень агрессивный пепинос. Так вот это и есть наша агрессия баджерита.
Вот и все. Я просто разливаю его по пакетам, чтобы оно немного остыло. Я просто предпочитаю его для личного употребления. И я обнаружил, что когда вы наливаете или используете жидкую культуру, mycelium takes off pretty quick. Grain to grain can be quicker, but they both get the job done. You can get a little bit more mycelium mushroom mileage out of your liquid cultures, because you can kind of take a little bit and make it go a long way. Это очень отличные способы расширить свой ассортимент. Мицелий. Those are very great ways to expand your mycelium. А потом, когда я снимаю крышку, я как бы просто хочу добраться до того места, где ты просто откидываешь ее назад. Вот это моя прокладка. А при использовании жидкой культуры требуется добавить около 2 milliliters or 2 мл или 2 cc's кубических per сантиметров pound. на фут. Так что вы, конечно, можете просто отмерить это количество с помощью шприца. Или я просто посмотрю на это внимательно. Вот и все, что нужно для нашей прививки от пиопини. Мы просто смешиваем эту жидкую культуру прямо здесь, и я на самом деле собираюсь всосать ее в несколько шприцев, чтобы сохранить ее. И мы можем как бы видеть этот мицелий внутри, просто полностью разрушенный и фрагментированный. Я накрыл крышку банки слоем пленки, чтобы предотвратить попадание воздуха и загрязнения. Прямо под крышкой также имеется уплотнительная прокладка, которая помогает сохранять хорошую герметичность на протяжении всего процесса колонизации. Да, жидкая культура в основном представляет собой легкую солодовую текстуру. Так что, по сути, это всего лишь небольшое количество питательных веществ, необходимых для поддержания роста и развития мицелия. Но для приготовления жидкой культуры можно использовать множество различных рецептов. Подойдет легкая солодовая декстроза или, знаете, мед, например, столовая ложка меда на 500 мл. В данном случае мы просто добавим 2 чайные ложки декстрозы или легкой солодовой декстрозы на 500 мл. Таким образом, получается отличная питательная среда для манипуляции с помощью агара или даже еще одной капли жидкой культуры из другого шприца. Вы можете расширить свою жидкую культуру. Допустим, у тебя есть шприц с жидкой культуральной средой. Вы можете приготовить несколько баночек с жидкой культурой и инокулировать их примерно одной каплей вашего собственного жидкого культурального раствора. И просто создать тысячи миллилитров вашей собственной жидкой культуры. Это быстрый способ расширить свой мицелий. Я делаю это каждую неделю. Я обычно занимаюсь этим раз в неделю. Обычно в начале недели мы начинаем производство. Итак, мы начинаем все готовить, затем стерилизуем, а затем, когда все остынет, ближе к середине недели, мы начинаем делать прививки здесь в лаборатории. Это делается каждую неделю для того, чтобы у нас была хорошая библиотека спауна и, по сути, просто библиотека всех наших культур и генетики. А также для того, чтобы не отставать от наших потребностей в том, что касается производства. Так что да, в начале недели мы занимаемся производством икры, а затем мы также в основном занимаемся производством наших блоков для выращивания грибов. Всегда что-то происходит. Мы постоянно в движении, всегда заняты. Потому что если ты этого не сделаешь, не будешь последовательным, то по сути обнаружишь, что поплатишься за это позже, когда у тебя не будет грибов.
Поэтому я просто жду около 10 секунд, чтобы убедиться, что у меня получится хорошая печать. Если я не подожду 10 секунд, обычно пакет не будет достаточно плотно запечатан, чтобы его можно было снять, и в нем образуется дыра. Мы собираемся взять немного этой жидкой культуры из этой банки и набрать ее в шприц для удобства хранения и действительно легкой манипуляции. Если бы я мог использовать его для прививки банок с икрой или чего-нибудь еще, чего бы я не захотел. Капните каплю на чашку петли с агаром, чтобы мицелий продолжал расти. Вот здесь находится голубая устрица, которая была привита примерно 7 дней назад. Итак, вы видите значительное количество мицелия, выращенного по всей культуре, и на данный момент вы просто готовы поместить его в несколько шприцев. На этом этапе я продолжаю и немного нагреваю свой шприц. Так что я просто вставлю его в заднюю часть шприца после инъекции. Мы просто наберем его прямо в наш шприц. А потом я просто отвинчу иглу. А потом я просто закрою ее колпачком. Таким образом, я мог бы использовать несколько шприцев только с одной иглы. Поэтому в промежутках между шприцами мне нравится постоянно помешивать, чтобы мицелий проходил через жидкость и хорошо перемешивался. Так что, когда я всасываю шприц, я получаю хорошее равномерное количество ткани грибного мицелия и вода или жидкие среды. Все в порядке. На этом этапе мы, по сути, можем сохранить наши жидкие культуры на потом. Это самовосстанавливающийся порт для инъекций, так что отверстие в основном закрывается, и в следующий раз можно приступать к операции. Вот и все, что нужно для создания жидкой культуры. Это очень простой, очень легкий и просто отличный способ получить максимальную отдачу от вашего мицелия. Таким образом, вы получите максимальную отдачу от этого процесса.